Здравствуйте! В этом видео небольшой обзор на тему перехода на десятку. Сразу хочу сказать, что я не буду вас агитировать переходить или не переходить. Это каждый решает сам. Тема перехода на Windows 10 сегодня актуальна. Количество комментариев, связанных с этой темой, на моем канале и блоге, писем и сообщений во все мои аккаунты увеличилось в несколько раз, начиная с 1 января 2020 года. Причина, думаю, всем известна. Если кто-то не в курсе, то напомню, что 14 января 2020 года закончилась поддержка Windows 7, поддержка производителям, а именно Microsoft. У меня есть несколько видео на тему перехода на десятку, и сегодня я хочу немного рассказать о них и показать, где можно их найти. Я решил это сделать потому, что многие зрители канала, посмотрев какое-то одно видео, задают одни и те же вопросы. Итак, перейти на новую операционную систему можно двумя основными способами. Это обновление и чистая установка. Первый способ обновления с Windows 7 до Windows 10 был рассмотрен вот в этом видео. Способ работает и сегодня. Ссылки на все видео, о которых я говорю, есть в описании сегодняшнего видео. Итак, ссылка на видео об обновлении в описании под номером 1. Многим этот способ кажется проще и надежнее, однако у него есть много минусов. Первый и самый главный – это то, что после обновления ваша система будет работать еще медленнее, чем работает сейчас. Возникает вопрос, почему? Первая причина – если ваша сегодняшняя винда, к примеру, семерка, работает довольно давно, то в ней накопились ошибки, сбои, мусор и так далее. Все это тормозит работу системы. При обновлении большая часть этих ошибок и прочего перейдет в обновленную систему. Отсюда тормоза. К этому добавляется вторая причина. Это большая требовательность десятки к железу. Проще говоря, чтобы комп или ноут работал на десятке с такой же скоростью, как работал на семерке, этот комп или ноут должен быть мощнее. Но мы-то с вами переходим на десятку, то есть у нас комп и ноут прежний. Как же быть? Как сделать так, чтобы десятка работала максимально быстро, насколько позволяет наше железо? Для этого существует чистая установка Windows 10. При такой установке старая система полностью удаляется и новая, в данном случае Windows 10, устанавливается начисто. Главным плюсом такой установки является именно то, что система будет работать максимально быстро, насколько позволяет ваше железо. Чистая система, в которой нет ошибок, глюков и мусора из старой системы, работает быстрее. Минус в том, что все программы, настройки, пароли, которые запомнил ваш браузер, все то, что вы делали сами в старой системе, тоже будет удалено. На самом деле, я, к примеру, это минусом не считаю. Систему периодически приходится переустанавливать, и чтобы делать это быстро, нужно уметь правильно хранить свои файлы, пароли и набор нужных программ, а также уметь сохранять нужные файлы из старой системы перед установкой. Такой способ чистой установки я подробно рассмотрел вот в этом видео, ссылка в описании номер 2. Как я уже сказал, после перехода на десятку большинство юзеров почувствует снижение производительности компа или ноута. Можно ли ускорить работу не нового ноута или компа без больших денежных затрат? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что является главным тормозом не нового компьютера или ноутбука сегодня. Я не буду вдаваться в теорию, просто скажу, что это устаревший магнитный жесткий диск. Ни слабый процессор, ни маленькая оперативная память не тормозит работу компьютера так, как устаревший магнитный жесткий диск. Это можно видеть, например, по диспетчеру задач, когда ваш компьютер подвисает, память и процессор загружены по минимуму, а у вашего диска максимальная загрузка. Решить эту проблему можно довольно просто. Можно достать главный тормоз устаревший винчестер из ноутбука и поставить на его место современный твердотельный SSD накопитель. И уже на него установить свежую систему. После этого вы сразу увидите и почувствуете результат. Именно таким способом мы установили Windows 10 в предыдущем видео. Посмотрите его по ссылке номер 2. Таким образом, недорогой и эффективный, и что немаловажно, простой способ ускорения не нового компа или ноута – это установка SSD. Простой он потому, что стандартный SSD с разъемом SATA внешне ничем не отличается по конструкции от устаревшего HDD. И поменять старый винчестер на
SSD достаточно просто. Я сказал сейчас о ноутбуках. В них стоят 2,5-дюймовые диски. Если у вас системный блок, то скорее всего ваш винчестер имеет размер 3,5 дюйма. Но отличие от SSD у них только в размере корпуса. Подключается он теми же двумя шлейфами питания и данных. Проще говоря, диск подключается к материнской плате двумя кабелями, так что заменить его также очень просто. О том, сколько стоит SSD и как его правильно выбрать, можете посмотреть небольшую инструкцию, ссылка номер 3 в описании. Таким образом, от обновления до Windows 10 мы плавно перешли к чистой установке. Я в своих видео рассматривал несколько способов чистой установки Windows 10. Самым распространенным способом сегодня является установка Windows с флешки. Кроме установки с флешки, некоторые пользователи до сих пор устанавливают Windows с DVD-диска. И еще один способ – установка без использования флешек и дисков. Начнем с установки Windows с флешки. У меня есть несколько таких видео. Прежде чем устанавливать Windows с флешки, нужно сначала эту флешку записать. Производитель Windows, Microsoft, дает свои рекомендации на этот счет. Они советуют использовать свою специальную утилиту Media Creation Tool. Создание флешки с помощью утилиты Media Creation Tool я рассматривал вот в этом видео. Ссылка номер 4 в описании. Чтобы создать загрузочную флешку, конечно, у вас должен быть компьютер с работающей операционной системой. Вы можете сделать это на любой версии Windows 7, Windows 8.1 или на десятке. После того, как флешка создана, вы готовы к установке Windows 10 практически на любой более-менее современный компьютер или ноутбук. Весь процесс установки очень подробно для начинающих рассмотрен в следующем видео. Ссылка номер 5 в описании. Мы установим десятку на системный блок с UEFI. Причем рассмотрим тот вариант, когда пользователь купил новый недорогой SSD и устанавливает Windows 10 на него. Во второй части видео подробно об установке на ноутбук с жестким диском, размещенным в MBR. Причем мы сохраним файлы и папки пользователя из старой системы. Не все пользователи любят утилиту от Microsoft Media Creation Tool, которая использовалась в рассмотренных видео. Сегодня очень популярна программа Rufus, которая имеет ряд преимуществ. Например, Rufus не требует много свободного места на жестком диске, только под сам образ Windows, да и работает он быстрее. Чтобы использовать Rufus, нужно иметь образ Windows 10 в виде ISO файла. Скачать этот файл можно разными способами, например, через сам Rufus. Кроме того, есть универсальный способ скачать ISO файл с Windows 10 прямо с сайта Microsoft. Этот способ рассмотрен вот в этом видео. Ссылка номер 6 в описании. После того, как вы скачали ISO файл на ваш компьютер или ноутбук, нужно записать его на флешку. О том, как это сделать с помощью программы Rufus, я рассказал вот в этом видео. Ссылка номер 7 в описании. В этом видео подробно рассмотрим процесс записи образа в программе Rufus. Там же вы узнаете, как скачать образ Windows, используя сам Rufus. Кроме того, покажу быстрый способ убедиться, поддерживает ли ваше железо 64-битный Windows. Еще один способ установки Windows 10 без использования загрузочных флешек и дисков. Этот способ рассмотрен вот в этом видео. Ссылка номер 8 в описании. Это видео предназначено в первую очередь для совсем начинающих. Для тех, кто пока не умеет загружаться с флешки или диска. В рассмотренном способе этого не требуется. Видео пошаговое и подробное. Если загрузка с флешки или диска для вас пока непреодолимое препятствие, если вы боитесь и не понимаете, что делать, когда компьютер загружается, но вам нужно и вы хотите переустановить Windows, то это видео для вас. Более грамотные юзеры используют способ, рассмотренный в этом видео, для создания скрытого раздела для быстрой регулярной переустановки системы. Как известно, на установочной флешке или диске с Windows 10 содержатся все редакции Windows одновременно. И Windows 10 домашняя, и Windows 10 Pro. Пользователь может выбрать нужную при установке. Если на вашем компе или ноуте производитель сам установил Windows домашней редакции, то очень часто меню выбора редакции при установке не появляется. При этом принудительно устанавливается домашняя версия. Предположим, вы купили ключ для Windows 10 Pro или просто хотите протестировать ее в работе. Но если меню выбора редакции не появится, то вы просто не сможете ее установить. Эту проблему будем решать вот в этом видео. Ссылка номер 9 в описании.
Решить проблему можно как прямо в процессе установки, так и заранее подготовив флешку. Все видео, которые я сегодня упоминал, я объединил в один плейлист. Ссылку на него вы также найдете в описании. У нее номер 10. Я уверен, что вы знаете, что такое плейлист. Я просто напомню, что плейлист – это несколько видео, объединенных по какому-нибудь признаку. Например, в моем случае они объединены по теме «Переход на Windows 10». Когда юзер нажимает на ссылку плейлиста, перед ним открывается видео. Как правило, это первое в плейлисте видео. При этом справа вместо рекомендованных видео есть список тех видео, которые входят в этот плейлист. Вы можете кликать по нужному видео, просматривать какие-то фрагменты, затем возвращаться назад или переходить к другому видео этого плейлиста. То есть перед вами все видео по нужной теме, и вы можете удобно их просматривать. Еще раз, ссылка на плейлист под номером 10. Кроме того, в описании вы найдете ссылку номер 11. Это текстовая версия, в которой я разместил все видео, о которых говорил сегодня, на одной странице сайта. Вот такая страничка получилась. Кому-то будет удобен и такой вариант. Сегодняшнее видео пробное. Если такой дайджест по определенной теме будет вам полезен, поддержите это видео своими лайками и комментами. В дальнейшем буду записывать подобные краткие обзоры со ссылками на видео по определенным темам. Чтобы не пропустить мои новые видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Спасибо. Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.